Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как эта ножка Тэхёна, по-домашнему наглаживающая Чонгука. Девятое место. Когда любая несуществующая ворсинка в ловких руках становится прикрытием в очевидных вещах. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Между 3-м и 4-м эпизодом Чонгук и Тэхён себя хорошо чувствовали. 7 место. Чонгук так резко повернулся, когда Тэхён запел «Где мой ангел?». Его ангелочек, который всегда рядом. Они одинаковые. Шестое место. Поведение пары. Говорят, что Тэхён влюбился первым, но Чонгук влюбился сильнее. Думаю, их чувства одинаковы по силе, просто характеры разные, и потому выражается это по-разному. Чонгук сказал: «Я не принимаю поцелуй от парней. Не думаю, что я когда-либо протягивал руку первым. Я не говорю «я люблю тебя первым». Я ненавижу и сообщения, и звонки. Все принципы Чонгука летят к черту, когда дело касается Тэхёна». Чонгук наливает молочко своему малышу, вы не понимаете, Джин и тем более сам Тэхён не справится. Парень, который бросит все свои дела, даже самые срочные, и поможет в самой мелкой мелочи. Пятое место. Это снова было призвание. Фактически Чонгук сказал Нэнхайн Кайчем Джоуда: «Ты мне нравишься, но в Сабах мы получили ты лучший».
Также при переводе корейским армии послышалось, что Чангук что-то сказал о милом тоне сообщения Тэхёна, но на самом деле это было «ты мне нравишься». Вероятнее всего Тэхён как-то мило ругался на новости о байкинге и резко сброшенный звонок, а Чангук его задабривал, как обычно делают парочки, чтобы любимая половинка не дулась, и написал «ты мне нравишься, я люблю тебя, я люблю тебя». Сам дразнит, сам заглаживает. Они меня сводят с ума. Четвертое место. Забота. Вы знаете, что такое комфорт с любимым? Это означает, что вы доверяете партнеру. Вы чувствуете, что можете на него полагаться. Что вас уже не точит червячок сомнения по поводу его слов, действий и поступков. Вы спокойны за него и за себя. Вы просто вместе, и от этого вам действительно комфортно. Забота Чангука о Тэхёне. Третье место. Новости. Это не поп-шоп и не выставка. Фанатка Чангука поделилась фото своей комнаты. Похоже, ей пора открывать свой музей. Чангук, ты в порядке? Фан-базы поздравляют Тэхёна с первой годовщиной Лэйоува, и в честь этого подготовили цифровые плакаты, которые будут целую неделю находиться на оживленных станциях метро и улицах Сеула. Сегодня наступил день рождения самого известного капоп-пёселя Ким Янтона. Ким Янтон – единственный звездный щенок, который преодолел 500 миллионов просмотров в ТикТоке, дебютировал на сцене и получил победу на корейском шоу. Его фанкам вошел в число самых просматриваемых фанкамов 2023 года. А также его фотография набрала больше 20 миллионов лайков в Инстаграм. Это одна из самых залайканных публикаций в истории. Этот мужчина так привлекателен без всякой причины. Радуга в понимании Тэхёна.
Оскар в студию Тэхёну, обыграл ситуацию, побывал в обнимашках и успел погладить Чонгука. 3 в одном. Я студент из Басунской средней школы. Видите эту спортивный зал? За несколько десятилетий он сильно обветшал и был поврежден из-за того, что дети гоняли мячи в помещении. Теперь все выглядит красиво и опрятно, так как к приезду Джина они провели полный ремонт. Даже когда ремонт был необходим, администрация не стала себя утруждать. Но когда они услышали, что Джин приезжает, они сразу же все починили. Давайте согласимся, что флирт Тэйкук в ранние годы обладает своим особым вайбом. Тэхён из тех парней, что при поцелуе берет за шею и сжимает ее, просто говорю. Представляю, как Чонгуку хотелось быстрее на антракт. Актер и модель Чо Мён Гюн, участник южнокорейского реалити ЛГБТ-шоу «Его мужчина» 3-й сезон, рассказал в своем инстаграм, что является поклонником Тэхёна уже 9 лет. Вопрос: очень интересно, с какого года Опе нравится Тэхён? Ответ: может быть, 9 лет, мой второй BTS-кон, он обнял меня. Он почти каждый день публикует сторисы о Тэхёне и ставит его песни фоном к своим постам. Не проходит и дня без новостей о Тэхёне в связке с LGBT. Квир – иконочка. Давайте трезво разберемся в ситуации. Компания неоднократно сталкивалась с нарушением авторских прав, вследствие чего Hype выпустил заявление о запрете фото, видеосъемки, ведении трансляций на концертах. В случае нарушения лица, проводящие все вышеуказанное, подвергаются юридическому расследованию. И в первую очередь выводятся со стадиона с просьбой удалить материалы. Фан-сайты об этом, конечно же, были осведомлены. Но продолжали использовать профессиональное оборудование для съемок, монетизировать видео в YouTube. То есть получать деньги от незаконно снятого контента. Любой концерт, выступление или шоу с участием артистов – это в первую очередь интеллектуальная собственность, принадлежащая как самой компании в целом, так и артисту в частности. Значит, использовать это с целью получения преференций – не что иное, как нарушение авторских прав. Фанком – это видео одного из участников во время концерта. Его может проводить и оператор, и представитель третьего лица, но только с официального разрешения правообладателя, то есть компании. Следовательно, даже сама съемка фанатом – это уже незаконно.
а использование данных видео впоследствии является грубым нарушением. Если вы записали концерт, фан-встречу, не используя высокотехнологичного профессионального оборудования с целью личного просмотра потом или для того, чтобы поделиться с кругом близких для вас людей, никаких сложностей с этим у вас не возникнет. Но если вы провели профессиональную съемку и используете это потом с целью получения выгоды, то вы должны понимать, что неминуемо столкнетесь с негативными для вас последствиями. Что касается удаления именно контента Тэхёна, то, возможно, это первые шаги в кампании по защите прав артиста и агентства. Семейная пара с большим стажем отношений пришла на ТВ поделиться своим опытом, советами и рассказами их счастливой жизни. Когда Тэхён такой сонный? Дайте ему выспаться, умоляю. Реклама на день рождения Чангука перед отелем Fairmont, Гапк Санаян в Джакарте, Индонезия. %74% участников опроса Gallup Korea голосуют за BTS как за самую любимую мужскую группу 21 века. Star News, 20-я годовщина Gallup Korea. Результаты опроса «Кто самая любимая мужская группа» на основе дебюта в 21 веке. Мужская группа BTS укрепила свои позиции как национальная мужская группа. Согласно результатам опроса, проведенного по заказу Star News исследовательской компании Gallup Korea, среди 1052 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 69 лет по всей Южной Корее. BTS заняли первое место с 74% голосов в опросе «Кто самая любимая мужская группа K-pop» на основе дебюта в 21 веке. BTS – мужская группа, которая поднимает статус K-pop не только в Корее, но и на мировом музыкальном рынке до такой степени, что возникает вопрос, есть ли в Корее кто-нибудь, кто этого не знает. Каждому альбому важно покорять различные отечественные музыкальные чарты. Начав с первого места в чарте Billboard США в 2021 году, они стали первым азиатскими певцами, получившими главный приз «Артист года» на American Music Awards. Одной из 3 главных церемоний вручения наград в области поп-музыки в США, доказав свою мировую популярность. Каждый из 7 участников имеет свою индивидуальность. Словно в подтверждение поговорки, BTS выживают, когда собираются вместе, и живут, даже когда расходится их сольная деятельность. Включающая в себя уникальное очарование, которого не было видно в полной группе, также достигает замечательных результатов и демонстрирует силу BTS. Хотя все участники в настоящее время служат в армии, за исключением старшего участника группы Джина, который был демобилизован впервые в июне. BTS по-прежнему остаются горячей темой из-за различного контента, что повышает ожидание полного возвращения. Это можно понять, просто взглянув на результаты опроса. В подавляющем большинстве случаев это номер 1. BTS заняли первое место, получив более чем вдвое поддержку второго места. Предлагаю сегодняшний день начать с 1000% убеждением, очередным и перманентным, в том, кто тут на самом деле является истинным бойфрендом.
Тэхён год назад на VIP-премьере Concrete Utopia. Так всегда красиво себя преподносит. Тэхён так влюблен. Обновление информации. Проблемы с фанкамами Тэхёна окончательно решены. Теперь восстановлены все фанкамы Тэхёна, которые ранее столкнулись с трудностями, как Пье Пайпер с фан-митинга в Сеуле. Кроме того, успешно восстановлены фанкамы Go Go с концерта Bang Bang Con и So What с финального концерта тура Love Yourself в Сеуле. На случай, если вам сегодня немножко тяжело и нужна небольшая подзарядка. Безупречный профиль Тэхёна в рекламе мессенджера Line. Банальное, но всегда актуальное. Время идет, взгляд все тот же. И опять банановое. Если это не любовь, то что тогда? Чангук в очередной раз продемонстрировал свое глобальное влияние, достигнув огромной вехи на Spotify. Сольная песня Чангука «Standing Next to You», которую он выпустил в ноябре прошлого года, недавно превысила 800 миллионов потоков до фильтрации на Spotify, крупнейшей в мире платформе потокового воспроизведения музыки. За 279 дней с момента выхода песня «Standing Next to You» набрала на Spotify 802 миллиона 144 тысячи 602 суммарных потока, что свидетельствует о ее большой популярности и музыкальной силе во всем мире. Премия World Music Awards в МА назвала Чангука творцом истории, отметив, что он стал первым азиатским сольным исполнителем, 3 песни которого «Standing Next to You», «Seven» и «Left and Right» набрали более 800 миллионов потоков на Spotify. Чангук занимает второе место по популярности среди азиатских артистов с 800 миллионами потоковых прослушиваний, уступив только собственной группе BTS, у которых 5 песен с такими показателями. Ранее Чангук установил новые рекорды по количеству песен, прослушанных на Spotify, среди сольных исполнителей K-pop. 4 песни прослушивались более 600 миллионов раз, а 18 песен – более 100 миллионов раз, что является самым большим показателем. У нас появилась новая Римская империя. Чангук так привычно уютно устроился рядом, а Тэхён с такой невозможной нежностью заботливо притянул его своей ладонью ближе к себе. Теперь мы визуально знаем, в какой теплой, комфортной, спокойной, домашней обстановке проходят их вечера вдвоем.
Тэхён в Твиттере 11 лет назад. Срочные новости. Чангук, новичок, впервые оказался в глубинке провинции. Репортер Тэхён. Он всегда следил за тем, как его малыш кушает в далеком 2013 году и по сегодняшний день. Этот взгляд. Реакция Seventeen на пресс Чангука на большом экране и реакция Тэхёна. Чангук, малыш, ты такой очевидный. Его бойфренд идеально помещается в его объятиях. То, как Тэхён не сдвинулся ни на дюйм, показывает, насколько он привык к этому. Ваши варианты, что супружники так внимательно рассматривают. То, что в этом видео делает Тэхён, это техника, называемая реанимацией изо рта в нос. Он много раз упоминал, что у Тани проблемы с дыханием, и это домашний метод лечения, который вы можете использовать для кошек и собак, которые не могут нормально дышать. В очередной раз хейтеры потерпели поражение. Просто Тэхён в своей очень любимой шапочке. Второе место. Это так интимно. Тэхён хочет принять душ вместе с Чангуком. Чангук сказал: «Я весь мокрый, дайте мне пойти принять душ». Тэхён ответил: «Окей, я тогда тоже пойду в душ».
Как ведут себя Чангук и Тэхён, когда вместе и когда раздельно? Первое место. Тэхён всегда вызывает это состояние Чангука, чтобы потом Соуприти «Ай Куддай». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.